Менструация. Кровотечение из полости матки. От 3 до 6 дней. Отторжение старого эндометрия. Плоти моей отторжение. Меня от меня отторжение. Первый день больнее всего. Выпей таблетку. Волковую заламываю руки. Не пей. Посадишь желудок. Сердце. Хочется сдохнуть. Горячий душ. Теплое вино. Мои красные друзья, я ненавижу вас. Тошнит, голова болит. Слабость. Привыкнуть уже пора. Надо терпеть, как рожать будешь. Теряю сознание. Плечи лежат, как в гробу, не трогайте никто. Грелку. Ректальные свечи на чудо. Острым и горячим дерут внутри. На стенках матки возникает рыжая поверхность. Я рана сплошная. После родов пройдет. Все бросите рожать, чтобы боли прошли. У меня не прошли. У меня только после вторых. У меня после родов начались. Сотый не хочет рожать, к вашему сведению. Мне 12. Ненавижу себя за эту беспомощность. За все это мокрое кровавое место. Мокрое кровавое место. Мокрое кровавое место. Я так испугался, когда ты сказала мне срочно прийти. Я решил, что ты умираешь. Больше так не делай. Сначала убедись, что действительно умираешь. Посмотри на меня. Молчи, прячься, тампон зажимай в кулаке, прокладки в сумку, в пакет, забой с юбки в карман брюк, прячь, не показывай, не надо никому это знать, стыдно! Посмотри на мою кровь. Понимаю. Можно не стесняться, что у тебя кровь с гнилым мясом из пизды идет. Окей, это естественный физиологический процесс, как посрать. Но гордиться этим, выставлять на показ. Я же не хожу и не говорю, посмотри, как я круто посрал. Но я тебя не осуждаю. Я уважаю твой выбор. Хоть, блядь, возьми тампон, вымажься полностью и говори, что ты королева крови. Я не буду тебя осуждать, не буду. Я тебя не осуждаю, не осуждаю. Я уважаю выбор каждого. Я тебя не осуждаю, не осуждаю, не осуждаю. Посмотри на меня. Молчи, все хорошо, все нормально, секретов у женщин не осталось, все на показ, спрячь, не ной, не сдавай темп, учись, работай, достигай, на себе танцуй! И заткнись. Затыкают ей и друг другу рты тампонами, кидают друг в друга таблетки и прокладки. Дни с 3 по 4. Женщины начинают чинить то, что сломали, пришивать то, что порвали. Сколько женщин прямо сейчас истекает кровью? Если бы мы могли это видеть. Что, 2 часа сейчас месячные обсуждать будем? Проблем в обществе других нет? Или это для отвлечения трудящихся от классовой борьбы? А я за право не работать во время месячных, сколько женщин страдает. Я вас поддерживаю. Если бы у мужчин были месячные, такой закон давно бы приняли. И окровавленные штаны были бы нормой. И прокладки бесплатно давали. Я тоже за. Капризные неженки привыкли паразитировать на мужчинах и государстве. Да из-за таких, как вы, весь женский пол дискриминирует. Как же она будет работать в критические дни? Все виной, истерички, лживые сплетни о женской физиологии. Ресурсы организма брошены на заживление поверхности матки. Ресурсы организма брошены на заживление поверхности матки. Заживление! В деревнях все работали. Месячные. До самых родов. И после. И во время. Болезней. Потому что иначе работать было некому. Корову-то никто доить не придет. Урожая не соберет. Это же насколько себя надо не уважать как женщину, чтобы ради одного выходного дня перед начальством трусы выворачивать. Женщина в принципе работать не должна работать для мужчин. У меня на работе всегда есть 2 шприца и 2 ампула обезболивающего для этих дней. Но я против этого закона. Женщины так в этом государстве загнобили закон, этот еще больше будет нас ущемлять. Надо сваливать в Европу! Нефиг тут делать. В Европе женщина! Ломовые лошади. Правда, мужики, представьте, вы просыпаетесь рано утром, а у вас яйца все в крови и болят ужасно. Вы закидываетесь обезболивающим, обматываете яйца ватой, идете в школу, на работу или в универ и делаете вид, что все нормально, что ничего не произошло. И все это время беспокоитесь, как бы вата не протекла вам на штаны и на стул, и вы бы не опозорились. И я не понимаю, чего вы добиваетесь. Это регресс. Предлагаете женщин по теремам разогнать, вышивать да в окно смотреть, или чтобы нас запирали куда-нибудь на медиале, чтобы нечистыми считали, что мы инвалиды
Я часть какого-то вселенского механизма, хода Солнца и планет, космических сил, приливов и отливов. Я не могу как робот, я не могу как конвейер. Засунь в себя тампон поглубже, прокладку побольше, закинься обезболивающими, молчи и работай, потому что все так, потому что мы так, потому что мамы на заводах так, потому что бабушки так в деревнях, поэтому ты так в офисе, не жалуйся, не ной, наглая, распределяйка, безответственная, кто работать будет, кто рожать будет, как будто до тебя никто не страдал, как будто до тебя никто не рожал, и ты должна, потому что мы страдали, и никто нам не помог, а ты не лучше, а ты не лучше нас, тряпки, вата, прорезиненные трусы, а ты тут жалуешься, много себя жалеешь. День 5. Женщины вытирают кровь с пола, стирают одежду и белье. Так стыдно за себя, за свое поведение. Я была не права, ведь все не так плохо, можно жить. Как отмыть кровь, А я в эти дни только плохое вижу, что он меня обижает, что плохо со мной обращается. Но ведь и в нем есть много хорошего, да и я не ангел. У девушек месячное того, что не целый месяц пил кровь мужика. А потом ее уже девать некуда. Да-да-да, он прав, я слишком чувствительная. Мне нужно преодолеть это мое эго, заняться медитацией и от ПМС таблетки купить. Эстроген, ты мой бог, ты заживляешь, ты льешь бальзам на раны. Надо ведь стараться быть лучше друг для друга, да? Ты облегчаешь боль потери, боль утраты. Простагландины резали, отрезали куски плоти, карали. За что? Ну разве не хорошо, что я выбираю любовь, что выбираю любить? За то, что снова не забеременела, виновата. Так легко сказать «пошел ты», а работать над отношениями, над собой, открывать свое сердце куда тяжелее. Фолликулярная фаза, дни 6 по 9. Женщины хора чем-то активно занимаются. Прыгают, бегают, болтают и хохочут. Как же все хорошо! У меня как будто глаза открылись. Фолликулярная фаза, подготовка полным ходом. Готовимся. Он придет. Придет. В яичниках растут фолликулы. Растут. Мне не нравятся разговоры, что я бухаю на твои деньги и не зарабатываю. Ты вообще стала давить на меня и пытаться быть главной с тех пор, как я перестал работать. Когда женщина уходит в мужские энергии, то любой мужчина рядом с ногой железной леди Ложится на диван. садится на шею. Естественно, спивается или начинает гулять. Посмотри на себя. Ты женщина. Стрижка, маникюр, новая помада и на женский тренинг, и все будет хорошо. И юбки на себе. Я прихожу и ору на тебя, потому что ты сидишь и ждешь, что я приду и наору. А если бы сидела и думала, что буду любить тебя, я бы тебя любил. Когда мужчина проявляет агрессию, и правильно будет не воевать с ним, а подчиниться. Как скажешь, милый. Если мужчина повышает голос, вы говорите ему: Да, ты прав. Святая женская обязанность хранить мир в семье. во мне столько любви! Вот она есть у меня, вот я отдаю ее. Мне не жалко, я не от себя беру. Любовь течет сквозь меня. Я не буду играть в ты мне, я тебе. Возьми у меня много. Я люблю тебя, ты мой хороший. Дни с 10 по 13. Женщины прихорашиваются, наряжаются, болтают и хохочут. Фертильность. Я сегодня такая красивая, я так нравлюсь себе. В матке образуется слизь. Дружественная среда для сперматозоидов. Подружимся со сперматозоидами. Хочешь подружиться со сперматозоидами? Хочешь, под вечер ты можешь быть мокрой. Организм готовится принять. Иди сюда, войди в меня. Я ему не говорю, что в эти дни он мне кажется в 5 раз красивее, сексуальнее. Сколько приятных людей вокруг, я столько дел сегодня переделала. Цервикальная слизь.
довольна собой. И все эти духовные искания, йога, медитация, аффирмации были не зря. Внимание, внимание! Включились биологические механизмы, отвечающие за продолжение рода. Повторяю! За продолжение рода! Вас могут поглотить мысли о любви, нежности, близости, сексе! Все ерунда! Все мои претензии к нему ерунда. Главное, что мы лежим вот так в обнимку. Он меня прижимает всю ночь к себе. И я чувствую, как мощная природная сила хватает нас и тащит за собой. Он меня обнимает, а я чувствую, как сквозь нас текут реки. Овуляция, день 14. Женщины раздеваются, разрывают на себе одежду. Сидеть на попе ровно не могу. Хочется обо что-то поерзать. У меня зубы сводят от возбуждения. Хочу в него вцепиться. Ни о чем другом, кроме секса, думать не могу. Хожу с глазами бешеной селедки. На меня врач сказал, организм требует беременности. Уже во все трубы орёт. Колонии требую, требую, требую. Авторский тренинг «Глубокий горловой легко». Вы узнаете, как справиться с неприятными ощущениями. Рвотным рефлексом, слезами, удушьем. И научитесь доставлять мужчине изысканное удовольствие. Спасибо вам большое за этот тренинг. Я сделала ему такой минет, что у него ноги отнялись. Заикаясь от оргазма, он сказал. Ты нереальная! Как хочешь, но я на тебе женюсь! И женился! Ура! Ура! Женское счастье! Да, что сидеть и ныть? Нужно проявлять инициативу, брать судьбу в свои руки. И в рот, и в попу! На тренинге «Анальное наслаждение» вы научитесь техникам, которые позволят избежать вам боли и негативных последствий. Муж не изменяет уже несколько лет. Недавно я решила, что нужно что-то делать, иначе он может от меня уйти. И я занялась собой, сбросила вес, подтянулась. Анальным сексом я никогда не занималась и догадывалась, что его любовница тоже. Решила пойти ва-банк, сходила 2 раза на этот тренинг, в результате все получилось. Кажется, последнее время муж ходит на сторону все реже и реже. Думаю, скоро приду к вам уже с победой. Поздравляем, поздравляем, умница! Мне так хочется, чтобы все было хорошо, чтобы было хорошо, чтобы все было хорошо, чтобы было хорошо, чтобы хорошо. Раздается крик, кто-то падает. Она хватается за низ живота сбоку. Овуляция, резкое повышение уровня лютeinизирующего гормона приводит к разрыву доминантного фолликула. Из него выходит созревшая яйцеклетка и попадает в фаллопиеву трубу. Там она дожидается сперматозоида. Когда же ты придешь? Когда? Я тебя жду! Я тебя там жду! Лютеиновая фаза, дни с 15 по 18. Женщины обустраивают колыбель для ребенка. Края лопнувшего фолликула собираются, как цветок, закрывающийся на ночь. Его клетки накапливают липиды и лютеиновый пигмент. Это придает ему желтый цвет. Теперь это называется желтым телом. Внутри меня какое-то тело. Я мотивирую тебя работать над собой, называю жирной, чтобы ты худела, тупой, чтобы ты умнела, а в ответ никакой благодарности. Он оскорбляет и унижает меня, или я неблагодарный человек? Готовимся! Режим беременности! Чтобы маленькому было хорошо! Готовимся! Ждем! Проблема наших отношений не в том, что я делал ужасные вещи, а в том, что ты об этом помнишь. Мне бежать от него или учиться прощать? Желтое тело секретирует прогестерон, эстрадиол и андрогены! А мы беременны. Беременны? Мы не знаем, пока неизвестно, на всякий случай! У меня раньше было много девушек гораздо красивее, но люблю-то я тебя. Обидеться или обрадоваться? Повышенный уровень эстрогена и прогестерона изменяет наружные слои эндометрия. Матка готовится к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Мое свинство заключается лишь в том, что я материл тебя, а ты, неженка, разревелась из-за такой мелочи. Он агрессивный или я слишком чувствительная? Лучше подготовиться, предусмотреть, а вдруг больше прогестерона, больше напитаем все слои матки. Иногда проснусь среди ночи, думаю, что за мужик волосатый рядом лежит? Что я здесь делаю? Где мама? Дни с 19 по 22. Женщины собрались у колыбели, замерли, ждут. Вот сейчас Сейчас! матка приготовилась к имплантации. Мы готовы, готовы!
Что значит я тебя обижаю? Если бы ты была мудрой женщиной, то контролировала бы мое поведение, и такого бы не происходило. Я так стараюсь, но ничего не получается. Я так стараюсь, но ничего не получается. Я так стараюсь, но ничего не получается. Тренинги сильности заканчиваются. Обида — это реакция нашего эго, но если копнуть глубже, то можно увидеть, что грубость мужа стала следствием твоей невнимательности к нему. Грубость мужа следствие твоей невнимательности. Будь внимательнее. Нужно быть внимательнее. Днем или неделей ранее ты повела себя недостойно по отношению к нему. Поэтому обижаться стоит только на себя. На себя обижайся. Это может быть даже из прошлой жизни тебе прилетело, чтобы ты что-то изменила в себе. Днем или неделей, или жизнью ранее ты что-то сделала не так. Ты что-то сделала не так. Вот тебе и прилетело. Я что-то сделала не так. В прошлой жизни. В прошлой жизни сделала что-то не так. И он меня теперь за это наказывает за прошлую жизнь. Нам, женщинам, порой просто необходимо напоминать себе о красоте. Быть ухоженной, опрятной. Здоровая, очаровательная. Не чесать волосы. Чистое, наутюженное платье. Говорить мягко и нежно. Быть безмятежной и добродетельно. Внимательной к нуждам других людей. Неверной и порхающей. Блядь, идите во все в жопу! Какие вы мягкие и нежные. Безмятежные и порхающие. Последние детородные дни! Последние дни! Последние дни! Предменструальные дни с 23 по 25. Женщины устало бродят вокруг колыбели. Да хватит ждать уже. Откройте глаза. Никто не придет. Лютиновая фаза. Менструальные дни. Нет, давайте еще подождем. Давайте подождем! Вдруг подождем. ПМС — это сложный циклический симптомокомплекс. Сложный циклический симптомокомплекс. Сложный циклический симптомокомплекс. Возникающих предменструальные дни. За 2-10 дней до менструации. Характеризующихся Психоэмоциональными, вегетососудистыми, обменно-эндокринными нарушениями. Психоэмоциональными, Вегетососудистыми, обменно-эндокринными нарушениями. Нарушила. Точная причина развития синдрома до сих пор неизвестна. До сих пор неизвестно. науке неизвестно. Мы не знаем, что с тобой, но с тобой что-то не так. Существует более 200 симптомов ПМС. Вздутие живота, Чувствительность и болезненность груди. отечность, Акне, слишком сухая или слишком жирная кожа. Головная боль или мигрень. Хватит лжи, хватит самообмана. Теперь я ясно вижу, у меня как будто глаза открылись. Он меня не любит и не заботится обо мне. Боль в суставах и мышцах, судороги, боль в пояснице, повышенная утомляемость, потливость, нарушение координации движений, Эта страна катится в жопу. обострение хронических заболеваний, герпес, астма, плазмоичные, сонливость, чувствительность к алкоголю, кожные заболевания, Я толстая и старая. глаукома, метеоризм, дренаж, жажда, Жизнь кончается, перспектив нет. заложенность носа, ослабление зрения. головокружение. Смотри, какие у тебя морщины! Ужас! Меня все расстраивает, все расстраивает. Почему мы не занимаемся сексом, когда ты не хочешь? Могла бы и потерпеть ради меня. Потому что я живой человек. А что ты так реагируешь, нервная какая-то? Недостаток мотивации, Избегание социальной активности. ощущение себя на грани, Саркастическая апатия. низкая самооценка, избегание работы или школы, суицидальные мысли. Какие все некрасивые. Сколько на свете некрасивых людей. Не понимаю, что ты ревнуешь. Я же тебе все честно рассказываю, что ужинал с другой девушкой. Мне тебя похвалить за честность. Ну что ты драматизируешь? Внезапные вспышки эмоций, Раздражительность. возбудимость, Ощущение запутанности. высокий риск принятия необдуманных решений. Как они меня все бесят. Они только и хотят, что обидеть меня. Вопросы свои тупые задают. Сидят, жрут еду свою какую-то вонючую. Когда женщина теряет товарный вид и начинает обвинять мужчин, это как-то некрасиво. Товарный вид, товар. Обидчивость, Плаксивость. перепады настроения, Упрямство. нетерпеливость, Неспособность расслабиться. Я причиняю тебе боль, потому что тебя побьет жизнь. Она всех бьет, а я заранее тебя к этому готовлю. Дни с 26 по 27. Женщины ломают колыбель, и все вокруг
Ненавижу тебя, мерзкую твою рожу, ненавижу, долбаный мудак! При выявлении первых признаков ПМС стоит обратиться к гинекологу, который индивидуально и правильно пропишет вам оральную контрацепцию. Чтобы ты никогда не трогал меня, не прикасался ко мне и не делал со мной то, что ты сделал. Чтобы не было этого, просто не было. Чтобы я не ненавидела тебя так, а я ненавижу тебя всем, что во мне есть. Меня изнасиловали группой, инициатором был бывший за то, что бросила его. Горите в аду, ублюдки мрази. Привет! Все сказал урод! Чтоб себе свой член засунь. Женщинам надо подключить статусы о всех месячных во всех мессенджерах и соцсетях. Надо информировать общество об опасности возникновения неадекватных ситуаций. Ненавижу вас всех, уроды! Чтобы все сгорели, суки! Надо лампочку красную выводить на крышу авто, которым управляет женщина с ПМС. Если женщина с ПМС на улице, надо обязать ее носить специальную красную повязку. Информирование – великая вещь. Проинформируя своих месячных, спаси сотни невинных жизней, сохрани мужское достоинство, а также психику других людей. Мужчина со стояком или женщина с ПМС? Мужчина со стояком или женщина с ПМС? Кто опаснее для общества? Мне стало плохо на вечеринке, очнулась от того, что мой знакомый навалился на меня и стягивает трусы. И я не могла пошевелиться под его весом. Почему ты не защищалась? Почему ты не кричала? Почему ты просто не дала ему по морде? Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно. Вот что такое идеальная женщина. Значит, врешь. Не изнасиловали тебя. Сама хотела. Он стал тереться об меня в метро. Мне хотелось взять нож и порубить его всего. Это мерзко, это ощущение, что кто-то просто может подойти и трогать. Как будто ты куклой, можно не спрашивать. Беспомощная, а чего ты хотела, когда так хотела? Когда так накрасилась, когда шла по улице, когда родилась женщиной? Чего ты хотела? Так хочется, чтобы пожалели, успокоили, обняли. Чтобы забыть это все, весь этот ужас. Ну иди ко мне. Руки, блядь, свои убрал! Надоели твои истерики, иди лечись. ПМС я начинаю всех ненавидеть и сама себя боюсь. Я, как все, малоуправляемая в эти дни. Я, как все, малоуправляемая. А почему ты должна быть управляемая? А может, это все зачем-то нужно? Почему мы хотим избавиться от ПМС? Чтобы быть удобными? А может, это не ПМС, а тебе и правда лучше бросить парня? Развестись с мужем? Может, твой начальник и правда мудак? А ты говоришь ПМС и глушишь себя таблетками? Мы считаем, что в ПМС мы ненормальные. А может, наоборот? В остальное время мы неадекватные. Видим только хорошее, прощаем, закрываем глаза, относимся с юмором, виним себя, терпим, еще терпим, стыдимся, молчим. Вы хотите, чтобы мы молчали и улыбались? Всегда были довольными, удобными? Если беременность не происходит, то она не произошла. Желтое тело прекращает функционировать, снижается уровень эстрогена и прогестерона, что приводит к отечности и некротическим изменениям эндометрия, отечности и некротическим изменениям, умирать. Почему мы себя изолируем? Почему мы глушим таблетками? Почему мы считаем себя неадекватными и виноватыми? Почему стыдимся себя? В нас столько боли, в каждой из нас столько боли. И у каждой есть своя история. У меня тоже есть история. День 28. Женщины неподвижно сидят у маленького гроба. Террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими элементами. Откуда такая тьма? Зачем ты это читаешь? Московские хирурги пришили женщине отрубленные мужем руки и фото. Как может существовать такое зло? Зачем ты это смотришь? Житель области в течение 9 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников интерната для детей с ограниченными возможностями. Как можно так с другим человеком? Зачем ты это слушаешь? Ты же знаешь, в эти дни тебе нельзя. Я не могу оторваться. В центре города грузовик ехал толпой людей. Боль течет сквозь меня. При пожаре в торговом центре погибли взрослые дети. Я смотрю
смотрю аду в глаза. Позвоночник сломан, след кипятильника во рту. Человека пытали и убили в камере СИЗО. Я смотрю аду в глаза. Ну чё ты вдруг? Ты просто смотришь слишком много новостей и музыку грустную слушаешь. Нужно оплакать всех. Обязательно нужно, чтобы за тебя кто-то поплакал. Чтобы тебя кто-то оплакал. Чтобы все сели, остановились и поплакали о тебе. Женщины хора причитают и плачут. Ну чё ты начинаешь? Поплакать о том, что мне иногда так страшно, так одиноко. Страшный жестокий мир. Как же здесь вообще жить-то можно? Это невыносимо. Не вынести это одному сердцу. Вот было бы такое озеро, в которое можно было бы окунуться, и ушли бы все боли, все страдания. Разгладились бы все складки на лице, морщины горя и несчастья, и все бы прошлые страдания растворились. Так больно за всех, кого я потеряла. Ну что ты придумываешь опять на пустом месте? И я не знаю, зачем это все! Зачем эта череда страданий? Мы все такие несчастные! Все такие несчастные! Страдания из поколения в поколение! Зачем это все? Зачем? Какой смысл? Так больно! Плачут и воют, постепенно затихая и засыпая. Первый день. Она просыпается ранним утром. Ой. Что это я? Все не так уж и плохо. В жизни есть и радости хорошие. Обнаруживает, что белье испачкано кровью, издает стон. Некоторое время, покачиваясь и держась за живот, смотрит на кровь. Когда это закончится? Почему это снова и снова? Когда это закончится? Лет после 50 И станет хорошо. будет климакс. Что это? Второй акт. До самой смерти! Нет, нет, остановите это! Я не хочу, я против! Стоп, стоп! Выбегает на авансцену, задергивает занавес, остается перед ним одна. Я не понимаю, что со мной происходит. Я не понимаю. Кто со мной играет? Что за силы? Что это? Почему то рай, то ад? За что? И так каждый месяц без остановки. Каждый долбанный месяц. Что за качели? А меня спросили, кто я? Где в этом во всем я? Где настоящее я? Где я?
И где правда? Правда то, что я вижу сейчас? Или то, что буду видеть через 3 недели спустя? Где реальность? Как возвыситься над этим всем? Кто я? Кто сейчас это спрашивает? Кто я?